Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу вам все про день весеннего равноденствия. И это не просто такой старообрядный праздник, что это откуда-то там из древности. Ну, во-первых, скажу, что наши предки не дураки. И очень много полезного и интересного, в принципе, можно с того времени вынести. Но почему-то сейчас веянием нового времени все пытаются перекроить, переиначить все по-своему, но суть остается такова, что день весеннего равноденствия – это начало нового астрономического цикла. И да, это Новый год, грубо говоря, в звездном планетарном масштабе. Те, кто смотрел меня в Инстаграм, знают, что я ежегодно публиковала годовой прогноз именно в начале марта, потому что я истинно тоже считаю, что 31 декабря – это такой день, когда мы завершаем свои календарные дела и планы, но проснувшись в январе, мы понимаем, что ничего особо-то не произошло и не поменялось, сил у нас не добавилось, а как обычно поубавилось, потому что, как правило, в ночь с 31 декабря на 1 января многие наоборот теряют свои силы, и потом на этом убытке сил доживают всю зиму. Да? И если вы прошли рубеж 35 плюс лет, близитесь к 40 годам и взрослее, то вы прекрасно понимаете, что да, зимние месяцы – это сложные месяцы, и мы, как правило, доживаем до нового цикла, пока не появятся силы, пока не появится энергия. А энергия как раз-таки начинает расцветать как с днем весеннего равноденствия, когда запускается новый цикл, мы обновляемся, и откуда-то силы весной у всех появляются у нас, да? То есть это такая вот история активная, такая история интересная, и здесь не просто этот день, он идет у нас такой из прошлого. Поэтому, если же вы понимаете, что вы чувствуете, что 31 декабря это не такой уж и день, который предшествует Новому году, ну, календарному. Ничего в этом такого страшного нет, разочарования нет. Отмечайте праздник, отмечайте новую дату, но в планетарном масштабе и, в принципе, в событийном плане многое начинается именно даже в этом 24 году с дня весеннего равноденствия. Итак, если же вы отмечаете, потому что, например, в Европе весна начинается как раз-таки с астрономическим событием, и это, да, с днем весеннего равноденствия, у них именно календарная весна начинается в такое время, да. В этом году равноденствие будет у нас как раз-таки 20 марта, если вы отмечаете этот день, то здесь, конечно же, 20 марта в 6 утра 6 минут и там 20 секунд по московскому времени, часовой пояс московский, да, поэтому здесь понимаете, что если же вы живете на Дальнем Востоке, в Азии или в Австралии, то это произойдет, ну, пораньше, да, точнее, позднее будет время, да. Если же вы живете на американском континенте, да, на северном или на южном, неважно, то, естественно, у вас еще 19 марта, то есть у вас ранее время, да, чем, например, в Москве в этот момент. Поэтому вот такая история. Не скажу, что прям четко день в день вот так вот всех коротнет, энергии прибавится, силы появятся. Нет, эта энергия, естественно, будет расходиться, будут появляться силы на многое. И все те, кто пишете, ребята, в комментариях, что вот сложно, когда уже закончится этот январь и февраль, хотя они были до самом-то деле сложноваты, и переход Плутона в другой знак, да, и вообще, в принципе, февраль был сложный, и большой стелиум в марте в начале, он тоже такой достаточно сложноватый, да, то скажу вам, что новый астрономический цикл, который начнется 20 марта, он будет не совсем простой. Он будет, естественно, активный, динамичный, потому что все те, кто смотрел мои гороскопы про весну возможности, да, в конце видео прикреплю обязательно плейлист, заходите туда, находите свой знак и смотрите, то вы прекрасно понимаете, что весна будет динамичной, и какой будет весна, такой будет у вас и год. Конечно же, каждый сезон в этом году, он будет по-своему сложным, по-своему.
Но эта весна запускается как раз-таки с весеннего равноденствия у нас следом. Через 5 дней у нас лунное затмение, которое открывает коридор затмений, продлится по 8 апреля. И там, конечно же, у нас следом большие конфигурации, сложные события, энергии. Как раз-таки с весеннего равноденствия начинает сходиться большой мощный аспект, сильный, активный. Аспект, который принесет и благосостояние, и повышение финансового уровня, и активности, и обновление. Это соединение Юпитера с Ураном. И здесь, ребята, конечно же, понимаете, что вот про ретроградный Меркурий еще запишу. Да, у нас с начала апреля, можно так сказать, что все, естественно, зависит от того, где вы живете. Я вот так среднячково ставлю, да, с 3 апреля, но уже с 1 апреля можно прям понимать, да, и по 26 апреля, и там тоже можно месяц закрывать. У нас ретроградный Меркурий. Да, ретроградный Меркурий красавчик, зашел не на подольше чуточку в этот раз, да, но скажу вам так, что апрель это тот месяц, который будет как раз-таки открывать и начинать этот сложный год, и этот апрель будет очень динамичный и очень активный. И здесь понимаете, что вот если вы сидите, если вы лежите, вы не можете встать, у вас какая-то лень, апатия, вы не видите смысла, вы не видите горизонтов, вы не видите своего будущего, не знаете, что делать. Ну, вообще, в принципе, здесь стоит однозначно задуматься, кто вы, почему ли вы лежите, или если у вас есть человек, который вас обеспечивает, тогда вопросов нет. А если же у вас не закрыты ваши амбиции, желания, хотелки, мечты, то тогда почему вы лежите? Либо же вы идете к тем целям жизни, которые вам кто-то навязал, вы смотрите на всех, хотите как у всех, но вообще абсолютно не понимаете, что люди делают для того, чтобы к этому прийти, да, и хотите так же. Не надо хотеть как кто-то, надо хотеть как сам хочется, как самому хочется. И здесь, конечно же, важно знать свою натальную карту. Если вы лежите в этом апреле и ничего не делаете, тогда этот апрель раскатает. Ну, это такая небольшая отсылочка к апрельским гороскопам, которые еще не выйдут и скоро выйдут. Да, вы мне скажете, а как же ретроградный Меркурий? А через ретроградный Меркурий? А как же коридор затмений? А через коридор затмений? Что-то новое начинать? Начните сейчас. Вот вы увидели это видео, начинайте действовать сейчас. Да, можно лежать, можно ждать, что придет май, и в мае будут все эти классные плюшки, да, о которых я говорила в весне возможностей. Ребят, если вы в апреле просто лежали, ничего не делали, в мае ничего не будет. Просто поймите. И да, можно сидеть и ждать, что гороскопы не сбываются, но мои гороскопы сбываются у тех, кто шевелится и делает. Поэтому здесь, ребята, без обид. Поэтому находите в себе силы через свои переживания, через свою лень, через 1000 отговорок, почему вам лучше этого не делать. Но понимаете, продолжая вести тот же образ жизни, который есть у вас, это говорит о том, что этот високосный год заставит вас заниматься той деятельностью, которая вам не нравится. Но вы все равно потратите такое количество энергии, которое для вас в этом году выделено. И если вы не будете этого делать, так занимайтесь тем, что нравится вам. Здесь простой такой закон жизни, закон вселенной, планетарный, как угодно. Энергии отсыпано, сколько есть у каждого, это в натальной карте. Вот открываю натальную карту и вижу, какой это должен быть активный человек. А человек мне говорит, да у меня одни сплошные проблемы. А проблемы-то почему? А проблема потому, что человек не делает то, что ему надо делать. Я всегда говорю, ты знаешь, что ты должен делать, но ты не делаешь. Почему? Потому что есть 1000 отговорок, 1000 различных вариантов ответов. И да, идти своим жизненным путем это сложновато, представляете? Когда ты идешь, развиваешься, и тебя там говорят, что вот ты что-то не делаешь, да, там тебя критикуют. Ты знаете, сколько мне этих критикантов пишут? И что? И что, ребят? У всех есть кому кто нравится, кому не нравится, и это нормально. В жизни так было всегда. Но я еще раз говорю, каждое лето около моря открывается 100-500-я кафешка с мороженым, и никто не задает вопрос, а что я здесь буду делать? Я же 100-500-й. И что?
И что, ребят, здесь основной такой главный вопрос, что вы хотите сделать. Поэтому да, этот на самом-то деле новый астрономический цикл про то, что делать. Почему вы не делаете? Почему вы где-то там виснете, погрязли в каких-то отношениях? Отношения эти дружеские, отношения эти любовные. Почему вы распыляете эту энергию не на себя? И да, весеннее равноденствие, и следом за ним коридор затмения начинает зачистку всех тех мыслей, которые не дают вам идти. Да, этот коридор затмения нужен как раз-таки для уборки в голове, в своей жизни, и потихонечку у каждого знака зодиака, какие задачи, описывала, кстати, это в большом видео, посмотрите про лунное затмение, которое открывает коридор затмений, что будет происходить с каждым знаком зодиака именно в этот коридор затмений, и какие сферы будут работать, сбоить или работать не так, как надо. Поэтому здесь, конечно же, понимаете, и настраивайтесь на работу, засучите рукава и поймите, что необходимо в этом году максимально потрудиться. Вот и про это будет равноденствие. Итак, какие сферы заденет именно этот новый астрономический цикл? И здесь, конечно, я скажу, что однозначно у всех поколеблется, да, или же подвергнется таким изменениям это свое я, эго, внутреннее ощущение, кто я, для чего я, что я пришел сделать вообще в этот мир, потому что на момент равноденствия Солнце будет в соединении с Нептуном, а это такие глобальные, большие, такие осознанные мысли, в которых мы очень редко боимся себе признаться, которые мы понимаем, с которыми мы живем, ходим каждый день, но осознание их заставляет как-то шевелиться больше, брать на себя те риски, на которые мы раньше не шли, да, то есть начинать крутиться и делать из своей жизни нечто не эфемерное, да, а нечто такое нормальное, большое и глобальное, и да, это, естественно, страшно. Поэтому да, это равноденствие заденет, как в принципе весь этот год, заденет вот такие мощные осознания. Плюсом еще Луна будет в оппозиции с Плутоном, который на этот момент времени находится в Водолее. И здесь страхи по поводу своего бездействия, своей реализации, в том числе своих глобальных таких принципов, действий, активностей, умения брать свое и ощущение того, что на настоящий момент, особенно-то в жизни, мы в глобальном плане ничего не достиг. И то есть вот такая история будет в головах у многих, я, по крайней мере, надеюсь, потому что я всегда говорю, чем вот больше таких мыслей приходит в осознание каждого человека, тем больше надежды у человечества в том, что и даже в этом году завершатся такие мощные глобальные конфликты, про которые мы сейчас все с вами знаем, да, и это было бы очень прекрасно. Я, по крайней мере, отношусь к тем людям, кто всегда надеется, что каждый человек, он немножечко Джон Маклейн, и вот мы сделаем все на максималках для того, чтобы спасти этот зеленый шарик. Я, по крайней мере, делаю ставку на это, что мы осень будем встречать уже в совершенно других эмоциях, но даже если завершится один из глобальнейших конфликтов, то все равно осадочек останется на какое-то определенное время. И я не говорю, что конфликты в других местах нашей планеты, они не начнутся в 2025 году. Это такой неприятный момент, который мы будем с вами видеть и переживать, но именно осознание наше в этом 2024 году смогут сделать 2025 год гораздо мягче, не таким жестким, как был 2022, его самое начало, да. И для того, чтобы 2025 произошел с другими изменениями, нежели с большим таким мощным конфликтом, который, я надеюсь, все-таки не случится в европейской части нашей планеты, но все будет зависеть от людей, от их активности и действия, потому что все-таки мы, каждый своими действиями, мыслями влияем на этот шар, мы
идем мы в свое будущее, не идем ли мы в свое будущее, какими методами мы строим будущее и этот мир, такими, естественно, методами мы все получаем ответную реакцию. И да, умение договариваться – это основная такая дипломатическая история, которая очень важна. И здесь, конечно же, и я вам говорю, ребята, начинайте этот год астрономически, да, правильно, потому что все-таки мы в ответе за этот мир. Конечно, каждый нам говорит, я не в ответе, я не у власти. Ребят, мы, в принципе, все, каждый в отдельности ответе, и то, как мы воспитываем себя, воспитываем своих детей, да, мы создаем вот эту самую эволюцию, и мы растем в этом мире, мы его сохраняем. А если мы сами себя-то сохранить не можем, то, естественно, у нас до планеты руки-то и не дойдут. Поэтому, да, вот такие, я бы так сказала, глобальные мысли у меня на этот год, на это равноденствие. Конечно же, да, в головах обычных людей будут мысли, как заработать больше, как поднять уровень благосостояния, почему я зарабатываю не столько, сколько хочу, почему я живу так плохо, хотелось бы вот так хорошо. Ребята, это основные такие нормальные мысли. Не зарабатывайте столько, потому что не занимаетесь тем делом, которое вам нравится. Ходите на обычную работу вот просто чтобы, как говорится, если деньги являются вашим основным стимулом существования в этом мире, тогда вы их будете получать все меньше и меньше. И да, если в 20-30 лет, там, до 35 они приходили, и с нелюбимой работы можно было там что-то крутануться, и денежка приходила, то, переходя рубеж 35-40, деньги просто перестают идти, если ты не занимаешься тем делом, которое тебе положено заниматься. Ну, я как астролог, работая, владея только этим инструментом, могу сказать, если вы не занимаетесь тем делом, которое у вас прописано в натальной карте, ну, значит, печально. Это печально, это не делает вас радостным, это не делает вас счастливым, это не дает развиваться вашей личности, это не дает развиваться людям вокруг вас, вы тормозите сами себя. И да, это можно было сказать, что так себе видео и гороскоп, но, ребята, зато честно. Кто еще вам скажет честно, как это есть на самом деле? А камень преткновения – это надо жить, работать, как хочет ваше сердце и хочет ваша душа. Конечно, я не говорю про тех моментов, когда если вам хочется у всех все забрать, и чтобы у себя все было хорошо, ну тогда здесь немножко нужно лечить все те винтики, которые работают не так, как должно быть, да, потому что мы здесь, и этот год нацелен как раз-таки для того, чтобы мы шли вперед в свое будущее, но при этом рядом с нами были люди, которые точно так же поднимаются, растут и развиваются. И да, вот с такими мыслями мы входим в новый астрономический цикл. Таким будет цепляющий коридор затмений. И если мысли на момент коридора затмений в голове не устаканятся, то тогда коридор затмений будет вычищать все то, что не нужно. Будет зачистка, у каждого знака зодиака она будет по своим сферам жизни идти, у каждого отдельного человека в том числе тоже, особенно если вы проходите кармический возраст, это возраст там 36-38 лет, да, это возраст 54, 56, 57, то да, ребят, здесь такой момент, что необходимо понимать, что, ну, как раньше не будет, и это такой большой экзамен Вселенной про вас, что необходимо делать. Что же случится еще в этом году, в этом месяце? Смотрите ролики, видео, которых я уже надеюсь, что вам достаточно. Выпустила впереди у нас еще апрельские гороскопы, которые скоро будут. Естественно, отсылочку небольшую сделала, какой будет апрель, май в том числе. Если же вам хочется прямо сейчас посмотреть, то это «Весна возможностей», серия видео. Посмотрите и узнайте. Если у вас свой персональный вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео. Ребят, но при этом дата, время, место вашего рождения и вопрос. Если вы хотите точный ответ, напишите мне точные данные, для того, чтобы я не говорила голословно, потому что на планете 7 миллиардов людей, и все живут абсолютно разной жизнью. Я надеюсь, вы это понимаете, что не могут быть два одинаковых человека с одинаковой жизнью.
Это все понятно. А если вы вообще запутались, не знаете, куда вам идти, в описании канала есть ссылочка, там есть натальная карта, годовой прогноз, чего там только нет по любым сферам вашей жизни, или же просто астрологическая консультация для того, чтобы за час выяснить, чего вы хотите, куда вам нужно идти, что необходимо срочно исправлять, делать и стремиться бежать вперед. Потому что на самом-то деле, вот если до этого момента я говорила, что как бы сложненько, да, но все будет нормальненько, нужно перетерпеть, повозиться где-то, да, где-то что-то подкрутить, то весеннее равноденствие открывает как раз-таки все возможности и при этом блокирует все старое, что давным-давно мешает жить. И здесь начинается, я бы так сказала, экшен, к которому нужно быть готовыми. И события с конца марта и весь апрель, и весь год начнут закручиваться один за другим, ребят. Поэтому здесь, конечно же, понимаете, все под ответственность каждого и не опускайте эти возможности. Я надеюсь, у вас все получится. Я надеюсь, рассказала понятно. Увидимся с вами в следующих роликах. И пока-пока.